Если вы пропустили замечательный сюжет о том, как мы выбирали правильную толщину стейка при помощи вот этой замечательной зеленой керамической печи, которая называется Green Kamada, ну что сказать, мне очень жаль, что вы пропустили и не видели, как легко изменяется температура в этой печи. Вот просто как педаль газа и педаль тормоза. Ну а сейчас печь надо раскочегарить как следует, потому что мы собираемся испечь в этой печи, ни за что не поверите, пиццу. Да, пиццу можно приготовить в этой печке. Так, по крайней мере, говорят. А я в это еще и верю, потому что у печи есть замечательный камень для пиццы. Он сейчас должен прогреться как следует. Сама печь уже была нагрета выше 300 градусов. И это очень хорошо. Так что приступаем. Вот это... есть такой английский термин. Pre-bake. То есть предварительно слегка подпеченное тесто для пиццы. Кто-то может сказать, мол, где-то не спортивная и настоящая пицца, только с катертью дорога. Нет такого угла в Москве, где не пекут настоящую пиццу. А мы хотим приготовить с вами очень вкусную домашнюю пиццу. Вот те, так сказать, профессионалы, что пекут пиццу на продажу. Знаете, они просто сырые протертые помидоры намазывают на тесто и а-ля улю вперед. Я протертые помидоры подержал на огне минут 40. Упарил их, они изменили свой вкус, они стали гораздо вкуснее. И сейчас я к этим помидорам добавил соли. Теперь добавляю добрую столовую ложку сахара. А поверх всего, вы никогда не угадаете, что? Чабрец. Чабрец, с которым я чай завариваю. Вы знаете, как чабрец сочетается с помидорами? Вот просто идеально. Растерли вот так, чтобы запаха было побольше. И перемешали. Вот теперь это будет соус, так соус. И еще. Сколько я не смотрел так называемых профессионалов, что у нас, что в России, никто не смазывает тесто для пиццы хорошим оливковым маслом. А я это делаю обязательно. Мне так вкуснее. То есть сначала масло, ну ложка, ну 2, больше-то не понадобится. Вот так вот, хотя бы тоненьким слоем. А уж поверх него хороший слой томатного соуса. И уж поскольку пицца у нас сегодня по всем стандартам не настоящая, мало того, что не в пицца-печи, которая у меня есть, мало того, что на прибейках, так я еще и хочу добавить в нее немного мяса. Ну а что, мы стейк готовили, стейк распробовали, но немного мяса осталось. И я хотел бы, чтобы в моих пиццах было чего поесть. Так почему бы не добавить мясо? А? Немножко. Вот просто для хорошего настроения. Вот это пармезан. Сыр очень вкусный, но крайне неохотно плавящийся под высокой температурой. Поэтому его мы положим прямо на соус, прямо на мясо. Пусть они друг друга украшают своими вкусами. Ну а этот сыр гораздо подешевле, и плавится он гораздо охотнее. Ну а сверху классика моцарелла, которая уж точно и расплавится, и зарумянится ровно так, как надо. Температура 270 градусов. Можно было бы, конечно, дать и побольше. Но давайте попробуем начать с такой температуры. Посмотрим, что у нас получится. Я пока что не знаю, сколько минут придется выпекать эдакую толстенную пиццу. Но обоняние и чувство меры меня обычно не подводят. А я вам потом все расскажу, сколько времени уйдет на пиццу. Итак, первая пошла. В защиту вот этих прибейков я могу вам сказать, что когда я готовил пиццу по-настоящему, да, с выдержкой теста, все как положено, самая большая сложность состояла в том, чтобы растянуть пиццу правильно, а потом правильно переложить ее в печь. Пицца не такое простое дело, как это может показаться, если это абсолютно классическая пицца. А кроме того, недавно знаменитый кулинар Натан Мирбольд, кстати говоря, один из основателей компании Microsoft, понимаете, заработал денег и ушел заниматься кулинарией, издал книгу о пицце. И вы можете сказать, конечно, а что такого? Этих книг о пицце сколько угодно.
Дело в том, что книга Натана Мирвольда имеет 3 вот таких толстенных тома. Это все про пиццу. Это все только про пиццу. Вы можете себе это представить? То есть разнообразие мира пиццы просто поражает воображение. Но помимо, собственно говоря, самих рецептиков, Натан Мирвольд провел множество экспериментов. У него научный подход к кулинарии. Так вот, что говорит дядя Натан? Он говорит, что одна из главных проблем пиццы, любой, хоть неаполитанской, хоть римской, хоть какой угодно, состоит в том, что вот эта граница между тестом и слоем томата, как правило, остается, мягко выражаясь, сыроватой. Так вот, прибейк, то есть предварительное пропекание, исправляет этот недостаток. Поэтому это не только удобно, это еще и вкусно. А кроме того, это еще и красиво. Любите пиццу с грибочками? Я очень люблю. Добавлю немного. Прошло целых 5 минут. Неслыханно долгое время, если готовить пиццу в настоящей пиццепечи. Но мы готовим в универсальном устройстве, которое может запекать, которое может коптить, которое может жарить и которое может выпекать даже хлеб, и в том числе пиццу. Давайте заглянем, посмотрим, что здесь. Ха-ха-ха-ха. Мне нравится то, что происходит здесь и сейчас. Однако я бы попек ее еще немножко. Буквально минуту, 2. Засекайте время. 8 минут на пиццу. Итого, ровно 8 минут. Посмотрите, какая красавица. О! Знаете, я просто счастлив. Я просто счастлив. Замечательная печь и замечательная пицца у нас получилась. Что самое главное, первый блин и сразу же без всяких комьев. Ну что, следующее. Накрываем, и время мы уже знаем совершенно точное. 8 минут. Таймер. 8 минут. Пока печется, расскажу вам про 2 другие пиццы. Здесь опять вот эти ломтики мяса и моцарелла крупными кусочками. Здесь моцарелла натертая, никакого мяса, грибочки, запеченный, именно запеченный и ошкуренный болгарский перец, ну и оливки. А почему бы, собственно говоря, и не оливки? Однако, пора заглянуть, проверить, как здесь у нас пицца поживает. Может быть, ее снять давным-давно пора. По запаху чувствую, что готово. С пылу, с жару, кипит прямо на ходу. Продолжаем. Знаете, от этого камня и из этой печи уже пахнет, как из очень вкусной, очень хорошей пиццерии. Ждем 8 минут, но не тратим время зря. Базилик, свежие листики, прямо поверх готовой пиццы. Это будет чудесно. А кроме того, у меня здесь есть невероятно вкусная буррата. Буррата — это сыр, который вот в таком мешочке приготовлен, да? С совершенно уникальным вкусом. Наши сыроделы, надо сказать, научились за эти годы неплохо готовить сыры, которые раньше были распространены только в Италии. А теперь, собственно говоря, и в Италию-то ехать не надо. Все есть у нас. А еще я хотел бы вам рассказать об вот этих начинках для пиццы. Фантазируйте смело. Из того, что есть, из того и готовьте. Я вас уверяю, все эти современные классические пиццы, там маргарита, 4 сыра, не знаю, как еще их кто называет, все они когда-то однажды были результатом импровизации. Они были приготовлены из того, что есть. А у нас сегодня есть буррата с трюфелем. О, это должно быть неплохо. То, что буррату, тем более с трюфелем, не надо запекать, я вам ручаюсь. Ну и все, последние 8 минут истекли. Пора вынимать пиццу. О, замечательно. Мне очень понравилась идея с прибейками. Мне очень понравилась эта печь. Меня поразили ее возможности. Можно жарить стейк, можно приготовить что-то очень быстрое. Я уверен, что можно
отлично, изумительно закоптить любые продукты. А то, что в этой печке можно приготовить еще и пиццу, делает ее просто-напросто универсальным инструментом для дачной кулинарии. Я вам больше скажу. Можно подобрать казан размером под эту печь. И вот все те блюда, которые долго должны томиться в казане, в этой печи получится просто замечательно. Ну а сейчас идемте пробовать! Ну что, пробуйте. Кого стесняетесь? Руки мыли? Ну давай, вперед, поехали. Я вот с этой начну. Есть что поесть. А? Очень вкусно. Много сыра, очень тянущийся, вот, привкус дополнительных ингредиентов. Просто замечательно. Уши закладывай. Томатный соус необычного вкуса, тоже очень вкусный. Я бы никогда не подумал, что эту пиццу не в пище приготовили. Мне нравится донышко у пиццы. Ну прям такой основательный, мощный, насыщенный вкус. Приятного аппетита. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи.
К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан Мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.